В сверкающем Дубае, где небоскребы устремляются в небеса, а роскошь царит безраздельно, истинная красота города часто остается незамеченной. За роскошью, спрятанная в тени высоких зданий, маленькая душа каждую ночь борется под звездами детской площадки. Только когда усталый полицейский по имени Дэвид наткнулся на нее, самая ценная тайна города была раскрыта не в его зданиях, а в стойкости маленькой девочки по имени Триша. Но прежде чем мы углубимся в просмотр видео, я хочу услышать ваше мнение. Что вы смотрите сегодня? Оставьте комментарий ниже. Глава 1. Девочка на детской площадке. Дубай – город мечты, с его мерцающим горизонтом и бесконечными дорогами, уходящими в неизвестную пустыню. И все же, несмотря на всю его роскошь, в городе были районы, нетронутые богатством и величием. В тихом районе, вдали от шумных улиц, была небольшая, непритязательная игровая площадка. Это было место, где днем бегали и смеялись дети, и их радостные крики эхом отдавались в лучах заходящего солнца. Но как только наступала ночь, смех затихал, оставляя после себя шепот ветра и шелест песка. Именно здесь Триша, молодая чернокожая девушка с широко раскрытыми карими глазами, искала утешение каждую ночь. Когда ей было всего 11 лет, ее жизнь превратилась в череду безмолвных сражений, происходивших глубокой ночью. Осиротевшая после того, как ее родители погибли в автокатастрофе 2 года назад, Триша жила в тени, скитаясь из одного места в другое. В Дубае у нее не было семьи, и сиротский приют, в который ее отправили, стал невыносимым. И вот однажды ночью, когда на ногах у Триши не было обуви, а в руках у нее было только маленькое рваное одеяло, она сбежала из приюта и нашла убежище на детской площадке. Ночью мир казался мягче. Луна и звезды были ее спутниками, а качели стали ее постелью. Прохладный песок под ногами дарил ей больше уюта, чем когда-либо в переполненной спальне детского дома. Каждую ночь она сворачивалась калачиком под горкой, крепко кутаясь в одеяло, и молилась о лучших днях. Но никто этого не замечал. Никто не остановился, чтобы посмотреть на девочку, спрятавшуюся под детской площадкой. Она была невидима, затерявшись в бесконечном море лиц города. Глава 2. Нелегкая ноша для полицейского. Дэвид прослужил в полиции Дубая почти 15 лет. В свои 38 лет он был человеком, который повидал все. Великолепие города, его красоту, экстравагантность. Но за каждым сверкающим фасадом Дэвид также знал, что у Дубая есть и другая сторона. Сторона, где люди боролись, где мечты оставались нереализованными, а тихие крики о помощи часто оставались без ответа. Работа Дэвида была простой – обеспечивать безопасность на улицах, поддерживать порядок и следить за тем, чтобы город оставался той сверкающей жемчужиной, которой он стал известен. Но с годами его сердце устало. Дела, которые когда-то вдохновили его стать офицером полиции, превратились в рутину. Печаль в жизни людей больше не шокировала. Его сердце постепенно замкнулось, ожесточившись под тяжестью работы. Так было до одной холодной ноябрьской ночи. Дэвид только что закончил долгую смену, патрулируя тихие кварталы Дубая, когда заметил что-то странное на детской площадке возле парка Аль-Барша. Когда он проезжал мимо, его внимание привлекло какое-то движение. Сначала он подумал, что это может быть бездомное животное, но что-то заставило его остановить машину и посмотреть поближе. То, что он увидел в тусклом свете уличного фонаря, заставило его сердце замереть. Там, под горкой, свернулась калачиком маленькая фигурка ребенка. Он с трудом мог в это поверить. Дубай был известен своей безопасностью и процветанием. Дети не спали на улице, особенно на детской площадке. Дэвид медленно приближался, его сердце бешено колотилось. Подойдя ближе,
Он увидел хрупкую фигурку девушки, завернутую в тонкое одеяло. Ее глаза были плотно закрыты, как будто она пыталась усилием воли перенестись в другой мир. На мгновение Дэвид не знал, что делать. Зрелище, открывшееся перед ним, показалось ему таким чужим, таким неправильным. Слезы навернулись на его глаза, когда он стоял там, не зная, что делать дальше. Он имел дело с преступниками, спорами и несчастными случаями, но это... Ребенок, спящий на улице в одиночестве? Это разрывало его на части. «Привет, милая», — нежно прошептал Дэвид, опускаясь на колени рядом с ней. Его голос дрогнул, и он откашлялся. «Ты в порядке?» Маленькая девочка пошевелилась, ее глаза приоткрылись. Страх и замешательство омрачили выражение ее лица, и она снова замкнулась в себе, словно готовясь к чему-то ужасному. «Не бойся», — мягко сказал Дэвид. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль. Я просто хочу помочь». Триша, которая привыкла быть невидимой, уставилась на мужчину широко раскрытыми испуганными глазами. Так долго никто не обращал на нее внимания. Теперь перед ней стоял незнакомец, предлагавший ей то, о чем она почти забыла — доброту. Глава 3. История разворачивается. Сердце Дэвида было разбито, когда Триша наконец набралась смелости заговорить. Ее голос был тихим, почти неслышимым. «Мне больше некуда идти», — прошептала она, и глаза ее наполнились слезами. «Я не хочу возвращаться в приют». Дэвид слушал, как Триша рассказывает свою историю по частям, и каждое слово трогало его за живое. Она рассказала о своих родителях, о том, что когда-то они были ее миром, о том, как их внезапная смерть бросила ее на произвол судьбы. Она рассказала о приюте и о том, что он больше походил на тюрьму, чем на дом. Никто там не понимал ее и даже не пытался. Другие дети были жестоки, а персонал, хотя и не оскорблял их, был равнодушен. Однажды вечером она выскользнула из дома, надеясь, что улицы Дубая станут добрее. Дэвид с трудом сдерживал слезы, слушая рассказ Триши. По роду своей работы он повидал немало разбитых сердец, но это было совсем другое. Это был ребенок, невинный, ранимый и совершенно одинокий. Он не мог оставить ее там, это было ясно. Но что он мог сделать? Он не был подготовлен к тому, чтобы справиться с детской травмой. Его работа заключалась в соблюдении закона, а не в исцелении разбитых сердец. Но, взглянув в ее глаза, он понял, что не сможет отвернуться. Он не отвернулся. «Позволь мне помочь тебе», — мягко сказал Дэвид. «Мы можем найти выход из этого вместе». Триша посмотрела на него, и в ее глазах было сомнение. Она и раньше слышала обещания. Обещания, которые были пустыми. Обещания, которые приносили еще больше боли. Но что-то в голосе Дэвида изменилось. Что-то в его глазах подсказало ей, что, возможно, только возможно, он имел в виду именно это. В тот вечер Дэвид повел Тришу в ближайшее кафе, где они сели за столик в углу, подальше от любопытных глаз горожан. Он заказал ей ужин, и пока она ела, он не мог не задаться вопросом, как такой богатый город, как Дубай, мог позволить ребенку остаться без средств к существованию. Когда они сидели вместе, Дэвид спросил ее о мечтах, любимых цветах и вещах, которые вызывали у нее улыбку. Пока. Постепенно Триша начала раскрываться. Она рассказала ему о своей любви к живописи, о том, как ее мать брала ее с собой на пляж, и о том, как она мечтала однажды стать художницей. «Я скучаю по ним», — тихо сказала она. Ее голос был едва громче шепота. Дэвид потянулся через стол и взял ее за руку. «Я знаю», — мягко сказал он, — «и мне так жаль, что тебе пришлось пройти через все это в одиночестве». Некоторое время они сидели молча, и тяжесть ее печали
заполняла пространство между ними. Но было в этом и что-то еще – надежда. В том маленьком кафе под мерцающими огнями между ними возникла связь. Дэвид больше не был простым полицейским. Он становился чем-то большим – защитником, другом, спасательным кругом. В последующие дни Дэвид неустанно трудился, чтобы найти решение для Триши. Он обратился в социальную службу, но мысль о том, чтобы отправить ее обратно в приют, наполнила его ужасом. Ему была невыносима мысль о том, что она вернется в то место, где чувствовала себя такой одинокой и нелюбимой. Однажды вечером, после очередного долгого дня, проведенного в попытках разобраться в системе, Дэвид сидел с Тришей на скамейке в парке, наблюдая, как солнце опускается за горизонт. «Что, если ты останешься со мной на некоторое время?» — спросил он неуверенно. Триша посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «С тобой?» Дэвид кивнул. «Только до тех пор, пока мы что-нибудь не придумаем. У меня есть свободная комната, и мне не помешала бы компания». Впервые за несколько недель Триша улыбнулась. Маленькая, неуверенная, но все же улыбка. «Мне бы этого хотелось», — тихо сказала она. Итак, Триша переехала к Дэвиду. Это не было окончательным решением, но это было началом. Дэвид, который столько лет возводил стены вокруг своего сердца, обнаружил, что эти стены медленно рушатся, когда он познакомился с девушкой, которая так неожиданно вошла в его жизнь. Они вместе смеялись, делились историями, и со временем Триша начала выздоравливать. Она начала посещать ближайшую школу и с ней. Благодаря поддержке Дэвида она снова занялась живописью. Ее искусство стало для нее способом выразить эмоции, которые она прятала глубоко внутри. Боль, одиночество и проблеск надежды, который она всегда носила с собой. Однажды вечером, когда они сидели вместе в своей маленькой квартирке, Дэвид посмотрел на нее, поражаясь тому, как сильно она выросла за те месяцы, что они были вместе. Она больше не была той робкой, хрупкой девочкой, которую он нашел съежившейся на детской площадке. Триша превратилась в энергичную, любознательную и творческую натуру. Ее когда-то тихий смех теперь заполнял пространство между ними, а ее картины, яркие и полные жизни, украшали стены их дома. Дэвид тоже вырос. Взяв Тришу к себе, он обрел то, чего, как он и не подозревал, ему не хватало. Чувство цели. Причина снова заботиться о мире. Он всегда считал, что его работа в полиции заключается в защите людей. Но с Тришей это стало чем-то гораздо большим. Он не просто защищал ее, он дал ей ту жизнь, которую она заслуживала. Жизнь, полную любви, смеха и безопасности. В тот вечер, когда они сидели вместе, Триша работала над новой картиной. Ее маленькие ручки грациозно двигались по холсту, оживляя образ детской площадки, где Дэвид впервые нашел ее. Но в этой версии краски были яркими, небо залито солнечным светом, а вдалеке стояла фигура. Мужчина, которого она нарисовала в образе Дэвида, смотрел на нее с теплой, покровительственной улыбкой. «Дэвид», — тихо сказала Триша, откладывая кисть и поворачиваясь к нему. «Как ты думаешь, у меня когда-нибудь снова будет семья? Настоящая семья?» Ее вопрос застал его врасплох, но это было то, о чем он думал уже некоторое время. Он полюбил Тришу как собственную дочь, и мысль о том, что она вернется в систему на попечение незнакомых людей, была невыносима. Дэвид наклонился вперед, его сердце переполняли эмоции. «Ты уже это делаешь, Триша», — сказал он хриплым от тяжести того, что собирался сказать голосом. «Теперь ты часть моей семьи». Глаза Триши наполнились слезами, на ее лице отразились недоверие и надежда. «Ты серьезно?» – прошептала она дрожащим голосом. Дэвид кивнул. «Я делаю. Я долго думала об этом, и если ты этого хочешь, я бы хотела тебя усыновить. Я хочу, чтобы ты осталась со мной навсегда».
Какое-то время Триша ничего не говорила. Ее маленькое тельце сотрясалось от беззвучных рыданий. Затем, без предупреждения, она бросилась в объятия Дэвида и крепко обхватила его за шею. «Да», — прошептала она прерывающимся от волнения голосом, — «я хочу этого больше всего на свете». Дэвид прижал ее к себе, и по его щекам тоже текли слезы. В этот момент он понял, что сделал правильный выбор. Трёша была не просто ответственностью или бременем. Она была его дочерью, семьей, о которой он никогда не мечтал, но в которой всегда нуждался. Следующие несколько месяцев были заполнены бумажной работой, встречами с социальными работниками и посещениями суда по семейным делам. Дэвид неустанно трудился, чтобы процесс усыновления прошел гладко. Каждый раз, когда они сталкивались с трудностями или неудачей, он напоминал себе об обещании, которое дал Трише, дать ей вечный дом, место, где она могла бы чувствовать себя в безопасности и быть любимой. Шли месяцы, а Триша продолжала процветать. Она преуспевала в школе, завела новых друзей и проявила свою страсть к искусству. Дэвид записал ее на занятия живописью в местную художественную студию, где ее талант расцвел еще больше. Она рисовала при каждом удобном случае, заполняя их квартиру красочными пейзажами, портретами и абстрактными работами, которые отражали ее растущую уверенность и радость. Для Дэвида наблюдать за преображением Триши было настоящим чудом. Маленькая девочка, которую он нашел спящей на детской площадке, теперь была яркой, счастливой и преуспевающей юной художницей. Ее смех эхом разносился по их дому, наполняя каждый уголок светом и любовью. Но самая важная трансформация произошла в самом Дэвиде. Он так долго был сосредоточен на своей работе, посвятив свою жизнь защите других людей от тьмы этого мира. Но теперь он обрел нечто еще более ценное – стал отцом. Речь шла не только о том, чтобы обеспечить Тришу или дать ей дом. Речь шла о том, чтобы быть рядом с ней, поддерживать ее и наблюдать, как она превращается в невероятную молодую женщину, которой она становилась. День, когда усыновление было оформлено, был днем, который никто из них никогда не забудет. Когда они стояли перед судьей, Дэвид крепко держал Тришу за руку. Его сердце бешено колотилось от предвкушения. Когда судья наконец подписал бумаги, официально объявляющие Тришу его дочерью, зал взорвался аплодисментами. Триша посмотрела на Дэвида, и в ее глазах заблестели слезы радости. «Теперь я действительно твоя», – прошептала она полным удивления голосом. Дэвид улыбнулся, смахивая слезинку с ее щеки. «Ты всегда был таким». Жизнь после усыновления стала новой главой и для Дэвида, и для Триши. Они погрузились в рутину, которая была наполнена любовью, смехом и обычными взлетами и падениями семейной жизни. Триазия продолжала преуспевать в школе, а ее работы получили признание в местных галереях. Она больше не была испуганной, потерянной маленькой девочкой, которую нашел Дэвид. Она была уверенной в себе, талантливой и сострадательной молодой женщиной, у которой впереди светлое будущее. Дэвид тоже обрел новую цель в жизни. Работа офицера полиции по-прежнему была важна для него, но роль отца стала для него самой большой радостью. Он посещал каждую художественную выставку, каждое школьное мероприятие и каждую веху в жизни Треши, подбадривая ее с гордостью и любовью. Однажды вечером, когда они сидели вместе в гостиной, Треша работала над новой картиной, а Дэвид читал книгу. Треша оторвала взгляд от своего холста. «Этот». «Дэвид», — тихо сказала она, — «спасибо тебе за все. Ты спас мне жизнь». Дэвид посмотрел на нее, и его сердце наполнилось любовью. «Ты спасла и меня, Триша», — сказал он, и его голос был полон эмоций. «Ты дала мне повод снова надеяться, верить во что-то большее.
Это мне повезло». Триша улыбнулась, отложила кисть и подошла к нему. Она крепко обняла его, и какое-то мгновение они стояли в тепле своего дома, отец и дочь, которые нашли друг друга вопреки всему. В сверкающем городе Дубай, где огни небоскребов сияли подобно звездам, укоренился новый вид красоты, но не в роскоши города, а в тихой любви семьи, которая была создана самым неожиданным образом. Триша и Дэвид нашли друг друга не случайно, а по воле судьбы, и вместе они построили жизнь, полную надежды, любви и бесконечных возможностей. И когда они смотрели в будущее, они знали, что какие бы трудности ни ждали их впереди, они встретят их вместе. Потому что, несмотря ни на что, они были семьей, вечной семьей, связанной любовью.